Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня мы сделаем сапоги для куклы. Для начала защитим ножки нашей модели, например, пищевой пленкой. Или же можно сделать колодки, наподобие тех, которые я делала в видео про конверсы. Вырезаем подошву из плотного картона. Затем для удобства можно приклеить ее к кукольной ступне. Я использую столярный клей ПВА. Сегодня сапожки я буду шить из вот такого мебельного кожзама, из которого я шила корсет. Выкройку вы, как всегда, можете скачать по ссылке в описании. Вначале сформируем язычок. Чтобы он стал более жестким и лучше держал форму, я промажу его с изнанки клеем ПВА. Прикладываем к ножке и придаем форму. А чтобы язычок не смещался, можно чем-нибудь обмотать ножку. Теперь подгибаем края язычка к подошве и фиксируем их ниткой. Все выступающие заломы срезаем. И разглаживаем неровности. И вот так получается. Далее займемся голенищем. Сперва выделим край для шнуровки. Берем линейку и отмеряем от края примерно 4 мм. И ставим точки по всей длине. Соединяем их по дуге. Теперь акриловой краской аккуратно заполняем полоску по краю. Делаем то же самое и с другой стороны. Далее обозначим отверстие для шнурков. Можно наклепать микролюверсы, ну а я сделаю это при помощи маленького дотса из золотой краски. Итак, на расстоянии 5 мм друг от друга ставим точки на черной полосе. Украшать сапоги удобнее всего именно на этом этапе. Шапочку для бусин разбираю на части и немного их подкрашу все той же золотой акриловой краской. Пришиваю их под углом на верхнюю часть. Вот эта прорезь нам нужна для того, чтобы снимать сапожок, не развязывая шнуровку. Ну а чтобы края прорези не растягивались и не топорщились, это место я закреплю ремешками. Вырезаем полосочки шириной примерно 3 мм и красим их черной акриловой краской. Чтобы ремешки было легко отстегнуть, я посажу их вот на такие кнопки. Кнопочки крашу в золотой цвет и пришиваю одну часть окрашенной стороной вниз. А ко второй части кнопки пришиваю ремешки. Чтобы закрыть швы, можно взять вот такие гвоздики для скраббукинга. Кусачками отрезаем лепестки и приклеиваем шляпки на швы. Я использую клей Момент Кристалл. Свободные концы пришиваем с другой стороны голенища и также закрываем швы. Теперь прикрепим наше голенище к носку. Промазываем края клеем и прикладываем к ножке куклы. Подгибаем края к подошве и фиксируем нитью. Оставляем сохнуть, а в это время мы будем делать саму подошву. Для начала берем жесткую проволоку, например, обычную канцелярскую скрепку и плоскогубцы. Разгибаем скрепку . Делаем небольшую петельку на конце. И приложив ее к носку, изгибаем проволоку по форме ступни. Это у нас будет супинатор, то есть жесткая поддержка для подошвы. Из плотного картона вырезаем несколько заготовок, минимум по 2 на каждую ножку. Я возьму по 3. Прокалываем дырочку на месте будущего каблука.
и продеваем в нее свободный конец супинатора. Затем промазываем клеем две заготовки подошвы. И склеиваем их друг с другом по обе стороны проволоки. Плотно прижимаем и фиксируем до высыхания. И для лучшего выравнивания я возьму третью заготовку и прикрепляю ее к нижней стороне подошвы. Теперь делаем каблучок. В моем случае это самозастывающая глина, но список возможных материалов, из которых можно сделать каблуки, просто огромен и ограничивается лишь вашей фантазией. Придаем форму каблучку. И даем ему полностью высохнуть. Ну а пока все это сохнет, можно зашнуровать наши сапожки. Начиная сверху, продеваем шнуровки в дырочки через одну. Продеваем иголку всегда с одной и той же стороны. Дойдя до низа, разворачиваемся и вводим иголку в оставшиеся дырочки. Сильно затягивать не нужно, особенно в районе подъема, это может затруднить снятие сапог. Когда все части готовы, можно собрать наши сапожки. Приклеиваем подошву, плотно прижимаем и ждем до полного высыхания. Теперь красим подошву и каблук. Также я окрасила кончики носка и пяточки и сделала золотую окантовку на границе. И вот такие сапожки у меня получились. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Заходите ко мне и в другие соцсети. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!